ты решила? Я хочу вернуться на Б5 и найти лекарств. Поэтому я пройду испытание. Что ж, прекрасно. Тогда идем. Да. Послушайте. Не трогайте Зак. Разумеется. Неужели сладкий аромат испускает этот человек? Это будет смешно. Похоже, ты не хочешь близко подпускать меня к нему. Конечно. Как бы зло он не глядел, ты как бы я к нему не приближался, я не причиню Заку вреда. Теперь идем, Рэйчел Гарднер. Ну, идемте. Почему ты пытаешься сохранить жизнь Зака? У меня будут проблемы, если он умрет. Замечательный ответ. А то, что он друг, опять не смущает? Проблемы? Это почему же? Потому что я хочу, чтобы он меня убил. Ты еще не спрашивай, она странная. Зак поклялся Богу. О, так вот в чем причина. Какая нелепая клятва. Да что же это такое? Он источает сладкий запах. Давай спускаться. Вот старались, поднимались, а вот их снова спустились. Рэйчел Гарднер. Мы прибыли на Б3. Священник, я уверен, что Б3 не выглядел вот так. Что это за стены? Что-то не так? Да нет, ничего, что-то в глазах мерцает. С этого момента я могу помочь тебе только советом. Ну что ты, в этом испытании нет ничего сложного. Чтобы запустить следующий вниз лифт, тебе нужно разобраться с загадками и найти переключатель. На этом этаже он находится в тюрьме. Если нажмешь на него, я смогу открыть лифт. Спасибо за подсказку. Тюрьма. Место, где Зак растоптал Туру. Идем. Пойдемте. Ввиду наклонности Кэти, на Б3 ловушки могут быть где угодно. Используя все это, она весьма искусно манипулировала людьми, воздействуя на них, больное сознание и требуя покаяния. Она была малость экстравагантной, в этом есть своя прелесть. Надо полагать, ищущие спасения и раскаявшиеся души до сих пор кружат здесь. Что ж, я направляюсь к следующему лифту. Хорошо. Тьма впереди, надо спешить. То есть вы хотите сказать, что там люди еще живы, да? Это рисунки опять. Решетка не заперта. Стало быть, этот коридор связан с тюрьмой. Пойдемте. Добро пожаловать. Снова этот голос. А что там? Это окольный путь. Мы отсюда пришли, все. Помню. Ты стрёмно такая. Здесь, похоже, ничего полезного. Что там? Отсюда вылезла рука. Там что-то есть. Должно быть, это переключатель. Дотянусь ли? Еще чуть-чуть. Бежим. Это что еще такое? Ладно, уже не важно. Меня уже съели. Что это за красные чудики, блин? Я думала, он скажет бежим. Разве нет? Все, просто бежим вниз.
Помогите. Что это было? Коррекционеры не могут добраться сюда. Но так и я не смогу войти в тюрьму. Это помехи. Пистолет. Нет, сейчас я не могу ему использовать. Как же быть? Помехи. Точно. Это даже просто напичка с всякими устройствами. Раз это тюрьма, наверняка должно быть что-то при установить беглых заключенных. Нужно проверить панель управления. Как они вообще вышли оттуда? Так, панель... Сейчас я сюда туда идти. Панель управления. Куда электрический стол? Мне не сюда. Спасибо, что хотя бы кто-то знает, куда мы идем. Что? А, это макшот. Да. Давай сфоткаемся. Камера. Как хочешь. Так. И куда эта мадама делась? Так она же была мертва. Как она смогла сбежать? Тело исчезло. О, посмотрите на это. Кнутая сечёная кисть в луже крови. Но как же? Вот у меня такой вопрос. Ну, пистолет не заряжен. Вот, какие стрёмные звуки. Заперто. Ну, пойдёмте. А что будет, если эта мадама нас найдет и прибьет? Множество кнопок. Здесь есть экран видеонаблюдения. Это комната и устройство. Наверное, сложно со всем этим управляться. Это... Отсюда можно стрелять, глядя на экран. Похоже, из этого стреляет по лицам. Оу. Их здесь так много. Наверное, это... Нет, времени нужно торопиться. Вот так, переместить прицел сюда и нажать кнопку. Так я смогу войти. Перемещение клавиши стрелкой, выстрел клавишу Z. Старайтесь в следующую минуту. Спасибо. Ага. Так. Так. Пес. А что, это весело довольно. Да стой, ты куда бежишь? Ты знаешь, что я все равно по тебе попаду. Так. Да. О, музыка такая веселая. Танцуем. Опа. Ты беглец. Так. Я ж не пойму, ты куда ты бежишь, а? Ты можешь стоять на месте? А ты как перемещаешься? Ты вообще телепортируешься как-то странно. Где ты там? Я по тебе попаду когда-нибудь? Так, давай по ногам. Я не могу по нему попасть. Вот, пониже надо. Ты издеваешься, да? Все. Да это издевательство какое-то. Давай. И оп. Старайтесь действовать в ноги. Ой, я по ногам даже попасть не могу. Наконец-то. Ёшкин кот. Я наконец в него попала.
Теперь можно идти. Ну, здравствуйте. Я же говорила то, что она придет. Какие ужасные вещи ты творишь. А тогда, пожалуйста, отправить на тот свет кричащих отбой создающих созданий, назвав их помехами. И ведь ни один мускул на твоем лице не трогал. Да, чтобы быть убитым Заком, ты пойдешь на любые жертвы. Ты выяснил грешница Рэйчел. Вот видишь, она жива. Что это сейчас было? Но она исчезла. Ничего не понимаю. Скорее нужно идти. Я их всех застрелила. Они больше не должны помешать. Нет, сейчас не время беспокоиться об этом. Беспокоиться о чем? А то, что та вода жива. Может, лучше побеспокоиться? Давай еще раз проверим. Нет. Такое чувство, что это дух просто пришел навестить нас, посмотреть на нас. Ладно, пойдемте. Мне ничего не оставалось, кроме как расстрелять их. Давай не думать об этом. Так. Чуть дальше за решеткой есть нечто похожее на переключатель. То, что нужно. Ну вот, переключатель в тюрьме наш. О, лифт. Это звук, наверное, это лифт. Пойдем к тому человеку. И без понятия, где человек. А, вот он. Судя по всему, ты справилась. Да. Каким образом ты это сделала? Вам так интересно? Не было ли кого-то, кто преследовал тебя и стоял на твоем пути? Да, например, вы. Были. Но я их всех застрелил. Вот оно что. Почему ты это сделала? Потому что они мне мешали. Я понял. Пусть так. Сейчас на это нет времени. Следуй дальше. Следуем дальше. Приехали, Рэйчел Гарднер. Да. Что ж, Б4. Что не так со стенами? Объясни мне, чё. Грей, что не так со стенами? Здесь переключатель находится в котельной. Котельная. Где находится котельная? Почему я должна это делать? О чем это? Все эти непонятные вещи. Я просто хочу спуститься вниз и найти лекарство. Для того, чтобы познать, чем ты являешься. Я? Именно. Ты не постоянно. Невинная овечка ты. Или же демон. Неважно. Все испытания выяснить это. Почему вообще на это согласились, Рэйчел? Он хочет знать, кто я. Но это не его дело. Так. Блок питания включу. По-моему, она раньше стояла прямее. Надгробие немного сдвинуто. Все понятно. Иди отсюда. Иди отсюда. Снова. Почему я вижу мертвецов? Не знаю. Не время бояться. Надеюсь, он не будет смеяться. Что они? Ладно, котельная. Давай. Котельная. Состояние чудовищное. Если такой милый ребенок. Наверняка он мне на шутку разозлился, увидев этот разгром. Из-за такой милосердности ему вечно повезло как утопленнику. Жаль его. Но кого жаль еще больше, так это тех, кому должно было
спать могил. Даже их желание чиститься, пока есть в бренной земле благодаря этой браслете, не было удовлетворено. На этом я удаляюсь, сделаю все возможное, чтобы пройти дальше. Из-под разрушенных надгробий что-то торчит. Раньше этого не было. Где там торчит? Вон вижу. Сейчас пока не о чем беспокоиться, нужно все котейно. Кажется, на глубине комнаты справа. Огромная плита безжалостно разрушена. Из трещины вылезла грушная рука. Ничего себе. Так, это что? Первое кладбище. Вот котельня. По-моему, они раньше там стояли. Возле холодильника. Разве здесь стояли гробы? Крышка гроба плотно закрыта. Гроб обильно покрыт кровью. Стоп. Крышка плотно закрыта, гроб покрыт землей. Ясно. Вымойтесь. Владыка велел держать детей душу и тело. Понятно. Вид очень похож на огромный. Прям в списке ничего нет. Ясно. Сломанная кирка. Огромная дыра в стене. Котельная должна быть там. Так вот что за котельная. Так, похоже на кондиционер. Какой-то устройство. Механизм управления температурой. Температура воды регулируется с помощью рычага. Показывает температуру. Вид похож на холодильник. Что-то написано. Это мой собственный. Когда холодильник открыли, комната наполнилась холодным воздухом. Внутри ничего нет. Что там, даже еды нет? Там какое-то отверстие. Вот так далеко я не дотянусь. Вот бы найти что-то длинное и тонкое. Длинное и тонкое. А там что? Теперь плотно закрыто. Понятно. Ну, пойдемте тогда. Не знаю. Вот кирка есть. Хоть она сломанная, ей можно воспользоваться. Вот только длины не хватает. Нужно к ней что-то прикрепить. Забрать не хочешь? Что можно прикрепить? Ясно. Это вылезшие из могил штуки. Движутся сами по себе. Еще противный звук такой. Это и прямо игрушечные руки. Ходячие кружки. Противным звуком. Точно. Ведь я могу шить их нитками прикрепить к палке. Очень игрушечная рука. Ну давай, ловить. Опа. Давай. Рука, блин. Ну, звук такой противный. Этого достаточно. Нужно пришить их. Что-то мне не нравится, что она меня преследует. Достаточно. Ты мне не нужна. Все. Хорошо. Так. Если всматриваться, могила похожа на огромную зияющую пасть. Ясно. Пойдем за киркой. Сломанная кирка. Она должна соединить, прикрепить к ней руки. Так, сейчас сочтем их вместе. Теперь соединим одну. И причем остальную. Красиво. Получилась странная кирка. Теперь, наверное, дотянусь. Давай дотянусь. Холодильник с подписью «Это мой собственный». Внутри холодильника есть глубокое отверстие. Кирка нелепой формы, прикрепленные к ней игрушечные руки, слегка шевелится. С этим должно быть дотянуть поглубже. Эти штуки такие странные, они все еще немного шевелятся. Нашла, переключайся. Скорее возвращаемся к лифту. Руки перестали двигаться. Отойди от меня. Не приближайся. Я все видел, Рэйчел. Ужасно, как ужасно.
Неужели даже к жалобный стон тебя совсем не тронули? Неужели тебе не захотелось приласкать их? О, нет, нет. Неужели ты совсем не задумался о том, чтобы сделать их счастливее? Ты думаешь только о себе. Куда же там беспокоиться о счастье других? Ведь ты их даже не замечаешь. Это все вокруг тебя. Даже Зак, все они в конце концов умрут от страданий. Опять. Ужасные вещи, жалобные стоны, совсем не тронули. Умрут страданий и Зак тоже. Но ведь я... Нет, не стоит задумываться о таких вещах. Ведь на следующем этаже есть лекарства. Скорее нужно вернуться. Давай возвращаться. Я нашла переключатель. Так и есть. Речу Гарлер, каким образом ты это сделал? Я, конечно, не знаю, но тут вроде бы камеры есть. Идите, взгляните в них. Узнаете. Я прикрепил к кирке движущие игрушечные руки, и вот этим нажали на переключатель. О! Разве не стонали, не плакали? Они пищали ужасно. Не пищали, а как там? Звук механизма. Нет. Почему? Они ведь игрушечные. Вон как. Без сомнений, ты должна была заметить, что это игрушки. Но будь так, раз ты видела это своими глазами. Позвольте мне пойти дальше. Конечно. Конечно. Вот и опять. То, что нужно. Угу. В таком случае следует поторопиться с поисками. Да и не очень дотошный. Ввиду такой пунктуальности у него есть лекарства, наверняка находятся на своих местах. В то время он стал куда более придирчивым. Что случилось? Мне хотелось бы взять кое-что на Б6. Вот как. Об этом можешь не волноваться. Мы можем спуститься? Да. Приходи к лифту, когда окончишь путь. Хорошо. Ладно. Пойдем искать лекарство. Здесь оно должно быть наверняка. В прошлый раз я запаниковала и не слишком хорошо осмотрел этот этаж. Да нет, мы в принципе хорошо его осмотрели. Все же, что это такое? Хотя мы прибыли, я все равно чувствую, что что-то не так. Ну подумал, что стены всего лишь мерцают. Но не могу понять почему. Или эти стены все такие же. И то, чем Зак вырыл, все здесь. Оно живое. Что Зак съел, блин? Газ какая-то. Бежим. Не успели. Ох. О. А? Что это было? Что здесь происходит? Удивительно, голова как-то просветлела. Противно это как. Да, еще узнал, каким способом. Нужно идти. Так, счет. Высокая операционная, лекарство может быть там. Операционная. Что из этого операционная? Так. Я говорил, что он живой. Он там двинулся, он живой. Доктора нет. Куда же он? Трупы на Б3 и Б4 тоже исчезли. Но следы перемещения есть только здесь. Как-то подозрительно это. Нет, сейчас нужно найти лекарство. Дай мне кое-нибудь были образцы и баночки с веществами. Ну, посмотрим, где он там ходил. Или это был? Ладно. Допустим. Бесчисленное количество погруженных в жидкость газ тонет и всплывает. Вот это какой-то аппарат. Куча искусственных глазных яблок внутри. Бутылки с растворами. Расстрой плавится что-то круглое. Бутылки старые и мутные. Ничего не рассмотреть. Это еще открыто. Внутри остались лишь образцы, все лекарства убраны. Лекарства нет. Нужно проверить все полочки на этом этаже. Внутри остались лишь образцы лекарств. Бесчетное количество бутылок на полке с подписью серой. Подписью зеленой.
зеленый, голубой, ореховый, ореховый. Так, значит, пойдем сюда. О, все разгромлено. Камера сломана. Тут царапины. И постель. Здесь ничего нет. Край с заграждением сломанным. Надпись сильнее испачкана и не читается. Дэнни, тебе было скучно, что ли? Ты сломал кровать. Ты еще нафиг разгромил. Зачем ты это сделал? В каком-то ужасном беспорядке на ноге негде ступить. Ясно. Стеклянная полка открыта. Она, кстати, кажется, убрана внутри. Ничего нет. Нигде нет. Все лекарства исчезли. Неужели их кто-то забрал? Нужно вернуться. Сам. Но и на Б6 нужно зайти, ведь он просил. Поторопился. Порты, красные болезни. Так, лорки. Понятно, короче. Кто-то забрал все лекарства, нам даже ни капельки не оставил. Все отключено. Все разрушено. Ну, понажито. Пойдем к лифту. Что случилось? Выглядит неважно. Отвезите меня на Б6 скорее. Без проблем. Но нашел ли ты то, что искал? Нет. Значит, его здесь не было. Вы сказали, что лекарство должно быть здесь, но его нет. Вижу, ты не доверяешь мне, но не будь так строга. Будь так строга, я вообще никому не доверяла. Я ровно так же не этой причины его отсутствия. Однако могу предположить, не в тебе ли причина, Рэйчел Гарнер? Я не знаю. Не задумывался ли ты о том, что все эти неудачи случаются по твоей вине? Какие неудачи? Я же сказала, что не знаю. Ищите меня поскорее. Да будет так. Он лежит, отдыхает. Ах, ну конечно, ты жив. Ну так слаб. Что, Дэнни, что ли? Хочешь, я положу этому конец? А, Зак? Я как знал прям. Доброе утро. Ни капли не изменился, Зак. Ну, вы тоже. А ты неплохо держишься в таком состоянии. Ну, ты ведь еле дышишь, а, Зак? Какой черт ты еще жив? Удивлен? Я знал, что ты намеревался покинуть это место, погнавшись за Рэйчел. Дабы ты заверить в этом, мне предпринял некоторые меры предосторожности. Ах, до статьи не ожидал, что я спасусь. Так ведь? Раз так, я просто разрублю тебя еще разок. Нельзя так напрягаться. Ты же еле на ногах держишься. Чего? Но это даже хорошо. Ведь я не безупречен. И несмотря на бронежилет и гемокон, в подобной ситуации я могу проиграть. Гемокон. А что это такое? А как бронежилет спасет тебя от разрезания на части? Эх, значит, что ты не очень здоров, а? Пусть так, но суть не в этом. Я заранее подготовился. Я контролировал ситуацию, но... Я в отчаянии.
Ты проснулся как раз в момент, когда я собиралась снести твою пустую головешку. Как неудачно. Скажи, почему ты ушел вместе с Рэйчел? Где она теперь? Ты что, серьезно? Ты что давай скажу тебе, где она? А если я скажу, что убил ее? Вон, видишь, там отброс. Это я продолжал смотреть в ее глаза. И чтобы ее убил такой, как ты, хватит шуток, я прикончу тебя прямо сейчас. Да не хоти ты так. Ее глаза неповторимы. Я всю жизнь искал. Живые на мертвые, столь миротворящие, столь прекрасные. Что ты делал с ее глазами? Они принадлежат мне. Мне... Я всегда смотрел на них. Нормально вообще? И плевать мне на ее глаза. Но она хочет, чтобы я ее убил. Так что я осуществлю это желание. Не тебе решать, что с ней делать. Что ж, посмотрим. По крайней мере, теперь я знаю, что она жива. Ты присутствие здесь тому подтверждение. Ах, да. У меня есть предложение. Все. Знаешь, у меня много лекарств. Хочешь, я тебе помогу? А вдруг ты меня отравишь? Я бы не доверяла. Просто вырви глазки, Рэйч, и принеси мне. Я же сказал, что до ее глаз не делали. Прекращи уже. Но даже если вдруг она заплачет и засмеется, выражение лица без глаз будет совсем не то. Поэтому ни ее глаз, ничего либо еще ты не получишь ни черта. Ах, ну какой же ты бестолковый. Пойду-ка я. Боюсь, что перестараюсь, если сейчас отвлекаться с монстром вроде тебя. Ведь сейчас ты и двигаешься с трудом, так что мне пора уходить. К тому же, нужно подготовиться к тому, чтобы сохранить свои глаза, а? Ненормально. Эй, ты, стой! Мы прибыли. Этаж за закроем такой же, как и сам закон. Поторопись. Типа простой. Так, что мне надо? Нужно, скорее всего, найти и вернуться. Что-то, что лежит там, где мы с Заком встретились в первый раз. Первый раз. С Заком встретились мы в первый раз. Так. Лопата, которая была закопана птичка. В первый раз мы встретились здесь. Доски, которым был забит проход, свободны. Тут соседи постоянно все хорошо смотреть. Там. Это комната. Здесь сразу беспорядок, но чувствуется присутствие человека. Неужели Зак жил здесь? Нужно спешить, но мне как-то неспокойно. На клочках порванной газеты есть надпись. Вокруг присутствуют какие-то символы, похожие на буквы. Это Зак написал? Так вот какой у него почерк. А меня больше удивляет то, что он умеет писать. Пол завален пустыми банками из-под газировки. Он любит этот сок. Использованы грязные бинты на полу. Разбитый стакан на столе. Внутри что-то налито. Небезопасно. Но он все равно пил из него. Но если так посмотреть, у него выбора явно не было. Грязные бинты. Красочная упаковка от крови. Высота 30 посуды. Жибица, кажется, с хлопья залит газировкой. Наверное, не очень этот сок вкусный. Используй грязные бинты на полу. И дайте на упаковку чипсов. Уже отсырели. Грязный полотенце, умывальник с налипшей кровью. Кажется, этим все еще пользуются. Все один и тот сок. На испорченном диване валяется смятое грязное шерстяное одеяло. Порванный диван с жесткими пружинами. Одеяло совсем тонко, под ним холодно.
Между поверхностью дивана заткнут бинт. Получен бинт. Бинт, слава богу. Но ожоговой мази здесь нет. Нужно поискать тщательно, нет ли здесь еще чего-нибудь полезного. Вы знаете, если Зак все время питался этим, то у меня вопрос. Почему у них на пулю и оружие мадамы хватает денег, на еду нормальную денег нет? Вот вы же заметили то, что никто нормально, видимо, не питается. Видите хотя бы холодильник с едой нормальный. Или же спачканный нож. Зак имел в виду это. Мать выпечка, он даже слегка заржавел. За ним не слишком том ухаживал. Странно, но если я режусь хорошо, возьму его. Очень нож. Похоже, здесь искать больше ничего. Возвращаемся. Серьезно, тут вообще кто-нибудь нормально ест? Кстати, если заметите, тут все такие худые. И вот так он жил. Я не знала. Даже сейчас я ничего не знаю о нем. Нужно возвращаться. Достигнута ли твоя цель? Да, поэтому хочу скорее вернуться на Б2. Что ж, справиться ли нам? Прошу вас. Пойдем. Что такое? Да, Зак куда-то ушел, свалил. Его нет, Зак нет. Мы прикол не поняли, Грей. Сколько бы ты ни впивалась в меня глазами, ничего доброго из этого не выйдет. Все это правда? Да. Как я и предполагал, причина этой цепи неудач в тебе, Рэйчел Гарднер. О чем говорить? Я же сказал, что ничего не знаю. Видел ли ты Дэнни? Его сцена приводит меня в смятение. Да, я видела, он живой. Всегда серьезный и рассудительный. Вдруг начал вести себя весьма странно. Вероятно, и это из-за тебя. Ты издеваешься? Серьезно и рассудительный. Вы вообще видите, это маньяк какой-то. Это не моя вина. И объясню, мне нужен этим Зак. Постой. Я непрерывно наблюдал за тобой. Я говорю, желание узнать, чем являешься ты, нарушивший мирное течение жизни в этом месте. И ты должна быть осуждена, раз являешься собой наследник порока. Тем не менее, во мне зародилась капля надежды, когда я обнаружила твое стремление помочь Заку. Но надежда это не была правдой. Твои поступки проявления безмерного себелюбия и абсолютного отсутствия сострадания. Более того, даже твой ответ на вопрос о том, почему ты беспокоишься о жизни Зака, потому что хочешь быть убийцей, такой был смысл твоих слов. Ведь так, Рэйчел Гарднер? Чистые поступки пропитаны эгоизмом. Неправда. Я действительно хочу быть убить Заком, но дело не только в этом. Зак поклялся перед Богом. Рэйчел Гарднер сказал, что Зак поклялся перед Богом. Но понимаешь ли ты, что человек предполагает, а Бог располагает? Не думала ли ты, что если бы некто иной дал подобную клятву, избрать того, кто осуществит это деяние, его удел? Что же ты будешь делать, если твои мольбы не будут соответствовать его воле? Прости, наверное, это вопрос слишком жесток. Стало быть, перед тем, как тебе осудить, следует подготовиться. Что сделали? Этот приторный аромат? Итак, Рэйчел Гарднер, суд возобновляет рассмотрение дела. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну, всем пока!